Добрый день! С вами Наталья Рожнова, и вы на канале Натали Той Джой. В прошлых видео мы с вами связали свинку Пеппу и ее младшего братика Джорджа. А сегодня займемся мамой свинкой. Вот так она будет выглядеть. Рост ее 18 сантиметров. Она по размерам больше, чем свинка Пеппа. Напомню вам, что высота свинки Пеппы 15 сантиметров, а братика Джорджа 12 сантиметров. Принцип вязания мамы свинки такой же, как у свинки Пеппы, но есть свои нюансы из-за размеров. Итак, приступим. Для того, чтобы связать маму свинку, нам понадобятся те же самые материалы и инструменты, которые мы использовали для вязания свинки Пеппы. Только добавится один цвет пряжи, оранжевый, так как в отличие от свинки Пеппы, у мамы свинки тело и платье не красного, а оранжевого цвета. Я использую пряжу Yarn Art Ideal. Это 100% хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. Розовый цвет номер 229 для вязания головы, ушек, ножек, ручек и хвостика. Оранжевый цвет номер 242 для вязания тела и платья. Черный цвет номер 221 для вязания ступней и вышивания ресничек. И немного красного цвета номер 237 для вышивания ротика. Крючок, опять же, я использую 2 мм. Глазки понадобятся такие же, как и для свинки Пеппы на безопасном креплении, диаметр 8 мм. Тоже потребуется фетр двух цветов, розовый и белый, для глаз, щечек и ноздрей. Чтобы приклеить фетр к игрушке, я использую клей Момент Кристалл, прозрачный клей. И инструменты: игла с широким ушком, шило, ножницы, набор английских булавок и палочка для набивания наполнителем. Наполнитель у меня синтепух. И, как всегда, я использую нить контрастного цвета. Итак, приступим к вязанию. Начнем вязать голову. Возьмем пряжу розового цвета. Первый ряд 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Один, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Третий ряд 12 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Теперь вяжем 5 рядов по 12 столбиков без накида в каждом. Провязали 8 рядов. Девятый ряд 6 прибавок, а затем 6 столбиков без накида подряд. Десятый ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз, а затем 6 столбиков без накида.
11 ряд. 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз, а затем 6 столбиков без накида. Двенадцатый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз, а затем 6 столбиков без накида. Тринадцатый ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз и 6 столбиков без накида. Теперь вяжем 6 рядов по 42 столбика без накида подряд. Итак, мы связали 19 рядов. Теперь приостановимся, и я вам покажу деталь, которую я вырезала из картона. Она нам необходима для того, чтобы вставить в пятачок, чтобы после набивания он у нас не выпирал. Как я его сделала? Я приложила пятачком к картону, обвела карандашом и вырезала ножницами. У нас получился кружочек диаметром 15 миллиметров. Еще сразу я вырезала 2 кружочка из белого фетра, точно такого же размера, диаметром 15 миллиметров для глаз. Сделала в каждом кружочке отверстие шилом, расширила это отверстие палочкой, чтобы легче вставлялись глазки. И у нас получились таким образом будущие глазки для мамы свинки. Еще я вырезала 2 кружочка такого же размера, диаметром в 15 миллиметров из розового фетра. Это будущие щечки свинки Пеппы. Ну и заодно, чтобы в дальнейшем не возиться с фетром, я сделала ноздри будущей мамы свинки. Диаметр каждого кружочка 3 миллиметра. Вырезаны они из розового фетра. Итак, мы вставляем картонную деталь в пятачок и набиваем пятачок наполнителем. Набивать нужно плотно, чтобы на ощупь пятачок был твердым. Вот я набила пятачок наполнителем. Теперь пришло время вставлять глазки. Для этого сначала определим, где они у нас будут располагаться. Обратим внимание на последнюю провязанную петлю. Если мы проведем воображаемую линию от нее до центра пятачка, то у нас получится
ровно вверх головы. И вот от этой линии вправо и влево мы будем вставлять глазки. Я уже наметила отверстия для глаз. Они находятся между 14 и 15 рядами головы. Расстояние между глазками примерно 13-14 петель. Вот я вставила глазки, можно их закреплять. Закрепили глазки. Теперь будем вышивать реснички, так как у мамы свинки есть 3 реснички сверху и 3 реснички снизу каждого глаза. Возьмем пряжу черного цвета, но так как она толстовата для ресниц и состоит из 5 скрученных нитей, я отрезала кусочек пряжи и отделила 2 ниточки от нее. Вот так вот. Вставила в иглу. Вот как получилось, чтобы реснички были потоньше. Теперь начинаем вышивать. Вставляем внутрь иглу над глазиком, выводим ее под фетром. Хвостик оставляем. Вышиваем первую ресничку. Очень неудобно это делать на камеру, но думаю, что все будет понятно. Теперь вставляем иглу на небольшом расстоянии в голову от первой реснички и делаем вторую ресничку. Опять отступив небольшое расстояние от второй ресницы, вставляем иглу. То у меня тут попались ниточки. Вставили иглу, вышиваем третью ресничку. Вот как получилось. 3 верхних реснички готовы. Теперь необходимо вышить нижние реснички. Для этого продолжаем вышивание. Вводим иглу уже под глазом и выводим опять под фетром. Вышиваем первую ресничку. Не забываем, что у мамы свинки реснички нижние чуть покороче, чем верхние.
Вот как получилось. Теперь можно ниточки закреплять. Обрезаем нить на небольшом расстоянии. И два хвостика, которые у нас первоначальный и конечный, связываем друг с другом двумя узелочками. Все. Вышили реснички для одного глазика. То же самое делаем с другой стороны. Вот я вышила реснички у второго глазика. Посмотрите, как получилось. Мы закончили вязание на 19 ряду. Продолжаем вязание. 20 ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторяем 6 раз. Двадцать первый ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторяем 6 раз. Двадцать второй ряд. 3 столбика, 1 убавка, повторяем 6 раз. Двадцать третий ряд. 2 столбика, 1 убавка, повторяем 6 раз. Двадцать четвертый ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, повторяем 6 раз. Связали 24 ряда. Теперь приостанавливаемся и набиваем голову наполнителем. Набивать нужно плотно, так же как и пятачок, чтобы на ощупь голова была твердой. Набили голову наполнителем. Вот такая она должна получиться. Теперь вяжем последний 25 ряд. 6 убавок. Заканчиваем вязание,
обрезаем нить, оставляя небольшой хвостик. Вытягиваем нить и смотрим, у нас осталось небольшое отверстие, которое необходимо стянуть. Прежде чем его будем стягивать, мы с вами вынем нить контрастного цвета, цепляя ее кончиком крючка. Теперь стянем отверстие. Ставим хвостик в иглу и начинаем. Вводим иглу за первую петлю последнего ряда, затягиваем. Вводим иглу за вторую петлю последнего ряда, опять затягиваем. И так до конца, пока отверстие не стянется полностью. Все, видите, нет никакого отверстия. Теперь можно ниточку закреплять и прятать внутри головы. Сначала я вывожу нить чуть подальше и делаю узелочек, чтобы ее закрепить. Узелок. Теперь вставляю иглу в голову, ввожу ее с одной стороны, вывожу с другой стороны головы. Чуть-чуть затягиваю, чтобы узелочек ушел внутрь. Опять ввожу с одной стороны, вывожу с другой стороны головы. И так несколько раз. Здесь уже не затягиваем, чтобы не образовывалось утяжек. Все. Немного натягивая, обрезаем ниточку. Вот голова связана, но еще не до конца готова. Осталось связать и пришить ушки и вышить ротик маме свинки. Вяжем ушки. Для этого используем пряжу розового цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо, но нить контрастного цвета не прокладываем, потому что она будет только мешать, так как деталь очень маленькая. Второй ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 4 ряда по 9 столбиков без накида в каждом или 36 столбиков без накида подряд. Все, закончили вязание. Обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания ушка к голове. Вытягиваем нить, а первоначальную ниточку прячем внутри ушка. Деталь не набиваем наполнителем. Вот какое ушко у нас получилось. Вяжем такое же второе ушко. Я его уже связала. Посмотрите. Вот у нас с вами 2 ушка получилось. Теперь пришьем их к голове. Чтобы правильно и ровно пришить ушки к голове,
Сначала мы их присоединим с помощью английских булавок к голове так, чтобы ниточки от ушек находились по бокам, чтобы нам в дальнейшем легче было их пришивать. Присоединяем к голове так, чтобы нам понравилось. И обязательно проверяем на симметричность относительно глаз и пятачка. Проверяем. Наверное, надо чуть-чуть поближе друг к другу. Вот так, я думаю, будет хорошо. Теперь вставляем один из хвостиков от ушка в иглу и начнем пришивать. Вы уже видели, как я это делаю. Например, у свинки Пеппы. Ушки у нас сложены пополам, мы их будем пришивать по прямой линии относительно ряда, к которому мы и его прикололи. Захватываем петельку головы и захватываем петельку уха. Затягиваем. Дальше опять захватываем петельку головы и петельку уха. Затягиваем. Так, теперь с другой стороны. Ушко. Вот одно ушко мы пришили, но пока ниточку не закрепляем и не прячем внутри головы, нам нужно убедиться, что второе ушко мы также ровно и симметрично правильно пришили. Только после этого будем обрезать, потому что иногда приходится перешивать. То же самое делаем со вторым ушком.
Вот мы пришили второе ушко и проверяем, как они, ровно ли пришиты, хорошо ли. Теперь можно ниточки закреплять. Для этого я делаю узелок. Ввожу иглу в голову, вывожу с другой стороны головы. Затягиваю ниточку, чтобы узелок спрятался внутри головы. И запутаем нить в наполнителе. Вводим иглу с одной стороны головы, выводим с другой. И так несколько раз. Здесь мы уже ниточку не затягиваем, чтобы не было утяжек. Вот так. Теперь можно обрезать одну нить. То же самое делаем со вторым хвостиком. Вот ушки пришиты. Займемся ротиком для мамы свинки. Для этого сначала отметим английскими булавками, где он будет располагаться. Отсчитаем от основания пятачка вниз 3 ряда. 1, 2, 3. И вставляем английскую булавку в отверстие между петлями ровно посередине от пятачка, между третьим и четвертым рядами от основания пятачка. Теперь по ряду вправо отсчитываем 5 отверстий от центральной булавочки. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую вставляем вторую английскую булавку. Берем третью английскую булавку, отсчитываем влево 5 отверстий от центральной булавочки. 1, 2, 3, 4, 5. В пятое отверстие вставляем третью булавку. Вот так будет располагаться ротик. Теперь вставляем красную пряжу в иглу и начинаем вышивать ротик. Вставляем иглу с пряжей вниз головы, вводим в голову и выводим в четвертом отверстии справа от центральной булавки. Хвостик оставляем снаружи. Теперь вводим иглу в пятое отверстие, а выводим из третьего. Булавочку убираем. Вводим иглу в четвертое, а выводим из второго. Сильно тут не надо затягивать пряжу, красную ниточку, чтобы игрушку не перекосило. И так действуем до конца ротика, до третьей булавочки.
Теперь выводим иглу туда, где у нас первый хвостик, ровно в то же отверстие. Ниточки можно связать друг с другом двумя узелочками и обрезать. Все, хвостики остаются снаружи, они потом спрячутся, когда мы будем пришивать на это место тело мамы свинки. Вот такой ротик у мамы свинки получился. Ну и осталось нам с вами только приклеить щечки и ноздри. И голова будет готова. Возьмем уже подготовленные щечки, нанесем на них клей. Определим место, где будет находиться щечка. И приклеим. Займемся второй щечкой. Наносим клей. Определяем ее местоположение. И приклеиваем. Вот так будут располагаться щечки. Теперь займемся ноздрями. Ноздри у нас очень маленькие, поэтому надо быть аккуратными с клеем. Совсем немножечко клея наносим и приклеиваем к пятачку. С одной стороны и вторую ноздрю с другой стороны от пятачка. Теперь нужно обязательно дождаться, пока клей полностью высохнет. Иначе детали могут отклеиться или сместиться. Вот такая голова мамы свинки у нас с вами получилась. В следующем видео я покажу, как вязать тело. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!